Привет, друзья! Если вы меня сейчас смотрите из России, значит, либо YouTube еще не заблокировали, либо вы используете VPN. Кстати, если вы до сих пор не установили, то рекомендую поторопиться. Вчера Роскомсвобода сообщила, что в России начали блокировать YouTube. Роскомнадзор информацию быстро опроверг, но если бы это случилось сегодня, наверное, никто бы не удивился. Прошла неделя, как Путин ввел войска в Украину. А в России цензура стала настолько жесткой, будто в нашей стране военное положение. Да, то, что мы видим, это военная цензура. Об этом мы сейчас чуть попозже поговорим. Но власть до сих пор отказывается называть происходящее войной. И, кстати, одно из направлений работы цензуры, можно сказать, военной цензуры, это не называть вещи своими именами. Потому что теперь за это слово блокируют СМИ, отключают радио от эфира, а людям угрожают тюрьмой. С каждым днем становится все сложнее и сложнее говорить, с каждым днем становится все сложнее и сложнее называть вещи своими именами и выражать какую-то свою точку зрения. Но мы с вами сегодня поговорим. Пока есть возможность, надо говорить. Пока есть возможность, нужно пытаться повлиять как на ситуацию. Собственно, будем пользоваться этой возможностью. Я и моя команда, мы продолжаем следить за ситуацией в Украине. На моем канале вышло уже несколько роликов и обязательно будут еще. Так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Ну и учитывая то, насколько быстро меняется ситуация, насколько быстро блокируют каналы информационные, отключают и социальные сети, и блокируют различные СМИ, я напоминаю, что за мной можно следить в Телеграме. Там есть два канала, основной Варламов и Варламов Ньюс, информационный наш канал, где мы пишем оперативно все новости. Также я есть в Инстаграме и в ТикТоке. Подписывайтесь на все мои социальные сети, хоть где-то будем с вами, надеюсь, общаться. Итак, что случилось на этот момент? 2 марта главной темой дня должен был стать второй раунд переговоров между Россией и Украиной, но в итоге встречу перенесли на сегодня. Причем в этот раз ее назначили в Беловежской пуще, где в 1991 году официально прекратил свое существование Советский Союз. Вчера глава российской делегации Владимир Мединский обещал, что во втором раунде переговоров будет обсуждаться прекращение огня. И сегодня Минобороны России объявила режим тишины для эвакуации граждан через гуманитарные коридоры с территории Украины. Относительно переговоров здесь нужно вообще понимать, как ведет себя российская сторона. Ведет она не совсем, может быть, уместное и корректное слово, да, есть такое слово троллинг. Например, посылать на переговоры Мединского. Кто живет в России, хорошо знает Мединского, да, персонаж весьма спорный. И этот человек, я думаю, как раз является автором вот этой вот исторической справки. Автором этой исторической лекции, которую Путин недавно прочитал нам, где рассказал вот это вот все, да, что Украины не существовало, что это проект Ленина, это ее Советский Союз придумал и так далее, и так далее. Я думаю, это Мединский является автором всей этой теории, и вот он сейчас с Украиной и разговаривает. Вообще у Мединского есть много довольно интересных теорий, но на его личности мы останавливаться не будем, потому что российская аудитория хорошо с этим персонажем знакома. Так вот, его посылают украинцам для переговоров. Если анализировать все эти шаги и назначение Мединского как лицо переговоров и переговоры в Беловежской пуще и так далее, то видно, что даже по дипломатической линии Россия пытается унизить Украину. Тем не менее, украинцы продолжают вести переговоры. Мне кажется, это очень важно, чтобы как минимум договорились стороны о прекращении огня. Потому что, еще раз, не должны падать бомбы на украинские города, не должны погибать люди. То, что происходит, это просто кошмар и ужас. Вчера российские военные отчитались, что взяли под полный контроль Херсон, а украинская сторона сообщила о новых обстрелах Харькова. По информации местного министерства внутренних дел, удар был нанесен по зданиям областного МВД и факультета Харьковского национального университета имени Каразина. Эти здания находятся через дорогу друг от друга. Российские военные эту информацию никак не комментировали. Сегодня утром украинская служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о попадании снаряда по нефтебазе в Чернигове и опубликовала это видео. С российской стороны также нет никаких подтверждений. Вообще, то, что касается официальной российской стороны, то у нас продолжается, если мы говорим про Миноборону, у нас продолжается выдерживаться линия, что российская армия наносит высокоточные удары исключительно по военным объектам, а если где-то и прилетело в жилой дом, то это, конечно же, не наши ракеты, не наши танки, это все провокации украинской стороны.
Поэтому я вас очень прошу, друзья, внимательно анализировать, когда увидите какую-то информацию, особенно если эта информация подписана, что это Минобороны и так далее, да, очень скептически к этой информации относиться, перепроверять из разных источников и анализировать и делать выводы самостоятельно. Между тем, вчера Россия официально назвала число погибших и пленных. Я напомню, что до этого Минобороны отрицала, что у нас есть вообще какие-то потери. О потерях мы узнавали либо от украинской стороны, которые давали данные в несколько тысяч, там 5-7 тысяч Украина дает потери российской армии. Были многочисленные единичные свидетельства, выкладывали фотографии трупов, выкладывали фотографии там документов и так далее. Плюс некоторые губернаторы сообщали, опять же, о каких-то единичных потерях. Мы знали о единичных потерях, но мы не понимали масштаба всего этого. Так вот, Минобороны вчера сообщила, что во время боевых действий в Украине погибло 498 российских военных. Больше 1500 получили ранения. К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения. Как относиться к этим цифрам? Опять же, решайте сами. То есть у нас сейчас есть фактически две цифры. Мы видим официальные цифры, примерно 500 человек на вчерашний день. И мы видим украинские цифры, которые в 10 раз больше. Где находится правда, где находится истина? Решайте сами. Мы вот можем работать с тем, что нам дают. Информация, как вы видите, кратно отличается. Но даже если отталкиваться от вот этого вот минимума, да, который дает Министерство обороны, то потери, конечно, колоссальные. То есть даже если мы считаем, что Минобороны не врет, и действительно 500 человек погибло, это колоссальные потери за несколько дней вот этой вот операции, этой войны, которую нельзя называть войной. Еще раз, я не понимаю, как называются события, назовем это так, да, события, происходящие в Украине, когда регулярная армия против регулярной армии на чужой территории, сотни погибших, тысячи раненых, как это еще называется. Мне кажется, называть эти события какой-то спецоперацией, как-то стыдно. Украинская служба по чрезвычайным ситуациям вчера сообщила, что погибли более 2000 украинцев, не считая военных, а также 10 спасателей. Но затем ведомство опровергло само себя, заявив, что точное количество жертв неизвестно. По данным ООН, во время боевых действий в Украине погибли как минимум 224 гражданских лиц и еще 525 пострадали. Страну с начала войны покинули 830 тысяч человек. По данным ОБСЕ, при обстреле Харькова погибла сотрудница специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марина Фенина. Вчера вечером МИД Великобритании сообщил, что 38 стран призвали Международный уголовный суд рассмотреть возможные преступления России в Украине. Сегодня Владимир Зеленский в своем обращении посоветовал России учить слова «репарация» и «контрибуция». Вчить слова «репарації» та «контрибуції». Ви відшкодуєте усе нам, що зробили проти нашої держави, проти кожного українця. В то же время российские власти, похоже, объявили войну всем, кто не согласен с официальной позицией. В России во вторник отключили от эфира «Эхо Москвы» и заблокировали телеканал «Дождь». «Эхо Москвы» последний раз отключали от эфира в дни ГКЧП в 1991 году. Вдобавок Google еще и заблокировал его YouTube-канал в Европе, так как радио входит в холдинг «Газпром Медиа». А сегодня стало известно, что большинством голосов Совета директоров «Эхо Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта. Вчера в эфире на YouTube-канале радиостанции ее главный редактор Алексей Венедиктов рассказал, что не понимает, за что именно «Эхо» отключили от эфира. Вдруг пошло шипение, 21:03. И только после этого пришло вот это письмо из Генпрокуратуры, которое на самом деле направлено было не нам. История в том, что мы его получили уже после того, как все отключилось. А Генпрокуратура написала в 3 адреса. Это был Роскомнадзор, это был РТРС, то есть это, грубо говоря, вышка, где передатчики, да, там, кто отвечает за передатчики радио, и наш холдинг «Газпром Медиа», и потребовала реакции на наши ошибки, преступления, неважно что, но в этом представлении, которое у меня было на руках вчера вечером, нет ни одного конкретного факта. Вот как мы можем чего-то удалить, там, новости или, там, да, или чего-то еще, когда мы не знаем, в чем нас обвиняют, да, то есть это совершенно в неизвестном месте, неизвестными людьми совершено неизвестное.
Главный редактор «Дождя» Тихон Дзитко сообщил, что принял решение на время покинуть Россию, и аналогичное решение приняли ряд сотрудников редакции. Мы очень старались не нарушать это правило, правда. Это просто очень сложно, это невозможно практически. Более того, если наши ведущие еще могли это пытаться как-то контролировать, хотя это очень сложно, когда ты работаешь в прямом эфире по несколько часов, то наши гости, наши спикеры, конечно, их невозможно остановить. И наши ведущие там оговаривались каждый раз, поправляя их. Это невозможно не нарушить. В Москве, вот здесь в студии, пока мы находимся в правовом поле, мы будем работать. А мы сейчас в правовом поле, потому что блокировали только доступ к сайту, все остальное вещание у нас идет, и оно есть. И часть сотрудников уехали ввиду просто своей личной безопасности. И те, кто остались, мы вот сейчас работаем, распределяем эфиры, кто когда может. Ну, в общем, пока можем, будем работать. Мне просто казалось, что я делаю очень, мы, вся команда, делаем очень какое-то правильное, нужное дело. И зрителям нужно то, что мы делаем. А сейчас большому уже количеству зрителей нужно то, что мы делаем, поэтому для меня было важно сохранять эту работу, продолжать работать, как бы сложно ни было, и в каких бы тяжелых ситуациях, там, обстоятельствах мы не оказывались. Потому что я всегда считала, что нельзя обмануть недоверие зрителя, который в тебя поверил, который рядом с тобой много лет, не обманывать себя, да, и быть по отношению к себе очень честным. Вот, поэтому каждый сам выбирает и оценивает риски. Сейчас просто ставки повысились, и риски все больше и больше. Также Роскомнадзор заблокировал телеканал «Настоящее время», сайты «Интерфакс Украина», «Крым Реали», New Times, Тайга Инфо, The Village. Кроме того, ведомство пригрозило заблокировать русскоязычный раздел Википедии из-за статьи «Вторжение на Украину». В ней якобы есть информация, распространяемая с нарушением закона. В знак протеста против цензуры радио «Серебряный дождь» сегодняшнего дня сняло с эфира все программы и транслирует только музыку. Вчера редакция опубликовала обращение. А сегодня редакция «Серебряного дождя» в Красноярске сообщила, что кто-то расстрелял их радиорубку. Вот такое вот произошло. Расстреляли будку, радиобудку «Серебряного дождя». Вот теперь понятно, из чего стреляли. Вчера в Госдуму были внесены также поправки в Уголовный кодекс о наказании в виде 15 лет тюрьмы за распространение фейков о действиях российской армии. Автор поправок — выходец из Следственного комитета и бывший заместитель Бастрыкина, член партии «Единая Россия» Василий Пискарев. Первая часть, она общая, касающаяся изготовления таких фейков и их распространения. Предусмотрено до 3 лет лишения свободы. Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения в группе или организованной группе лиц, с использованием интернета и других возможностей широкого распространения, то тогда наказание будет выше – от 5 до 10 лет лишения свободы. Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы. Что именно он предлагает считать фейками, Пискарев не пояснил. Наверное, все, что не относится к официальной пропаганде. Кстати, вот этот вот новый закон про 15 лет за фейки очень хорошо прокомментировал Шалбан Караол. Это депутат Госдумы и бывший глава республики Тыва. Я напомню, что Тыва — это один из самых бедных и опасных регионов России. И вот что он сказал. 15 лет будем наказывать тех, кто будет фейками разводить панику. А наши отцы, мы с вами знаем, что во время войны именно за паникой, за паникерство расстреливали на месте. Я считаю, что такой подход очень важен, потому что нам нужно развиваться. И опять возникает вопрос, так война все-таки или не война? Закон примут, скорее всего, завтра его примут, никаких сомнений в этом нету. Чем он нам грозит? За заведомо ложные фейки штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, либо до 3 лет колонии. Что называть заведомо ложными фейками, непонятно. За заведомо ложные фейки, созданные должностными лицами, организованной группой и так далее по мотивам ненависти или вражды, штраф от 3 до 5 миллионов рублей, либо от 5 до 10 лет
колонии. За заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия, от 10 до 15 лет колонии. Еще раз, что за фейки, какие тяжкие последствия и как вообще это будет регулироваться, абсолютно непонятно. Потому что с точки зрения законодательства это абсолютно какое-то безумие, где приплести и судить можно кого угодно, начиная, например, от губернаторов, которые начали рапортовать о потерях до официальной позиции Минобороны. А я напомню, что у нас по закону все жертвы в мирное время, все жертвы во время спецопераций, они засекречены. И пока нет официальной информации Минобороны, да даже Минобороны, по идее, с точки зрения закона, не может это все публиковать. И, по идее, можно взять любого губернатора и сказать, как это погиб солдат в Украине. Там ничего не происходит. Это все секретно, нету никаких официальных данных, да, и попробуй разбери здесь, где фейк, где не фейк. Ну, понятно, для чего нужен этот закон. Закон нужен для устрашения. Но в этом законе еще, друзья, есть один интересный пункт, который как раз касается каждого из нас. За призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности. Вот так вот, да, еще раз. Призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности. Есть теперь ответственность. Штраф от 100 тысяч до 300 рублей или до 3 лет колонии. То есть это штраф и колония за лозунг «Нет войне». Если вы против того, что российская армия будет использоваться, например, в Украине, если вы против того, что российская армия будет обстреливать украинские города, если вы против того, что российская армия проводит какие-то операции, воюет на территории Украины, если вы выходите с лозунгом «Нет войне», то вам грозит теперь в России, скорее всего, будет грозить с завтрашнего дня от 100 до 300 тысяч рублей штрафа или до 3 лет колонии. То есть это конкретно статья против антивоенных лозунгов, против высказывания звезд, лидеров общественного мнения, против всех вот этих вот постов в Инстаграме и так далее. И это, конечно, удивительная история. То есть мы с вами реально видим военную цензуру, когда говорить нельзя ничего, если ты находишься внутри России. То есть сегодня перед журналистами, которые хотят продолжать как-то освещать, перед блогерами, перед простыми людьми, кто как-то не согласен, стоит выбор. Да, либо продолжать оставаться в России и молчать, либо нести серьезные риски уголовного преследования, колонии и всего остального. Опять же, мы видим с вами, как это происходило в Беларуси, когда начали тягать просто админов телеграм-каналов, когда просто задерживали людей за то, что они подписаны не на те каналы в Телеграме и так далее, отправляли их в следственные изоляторы, потом в тюрьмы, и ничего с этим было нельзя сделать. Такая вот ситуация, поэтому еще раз, пока можно говорить, не молчите, пока можно говорить, говорите. Несмотря на давление, люди продолжают выходить на митинги, хоть и не очень массовые. По данным ОВД-Инфо, вчера в 20 городах России на акциях протеста были задержаны 585 человек. Кстати, теперь в России в автозаки сажают даже детей. 1 марта у посольства Украины в Москве задержали 2 женщин и их 5 детей в возрасте от 7 до 11 лет. Они с плакатом «Нет войне» пришли возложить цветы. А родители детей привели в отделение полиции, где хотели оставить на ночь, но в итоге отпустили. Кстати, Генпрокуратура тоже написала интересное сообщение. Теперь, по мнению Генпрокуратуры, участие в митингах, участие в антивоенных митингах может быть расценено как экстремизм. Почему? Потому что к митингам призывают организации, которые признаны в России экстремистскими. Это, видимо, например, бывшие структуры Навального. И теперь, если вы участвуете в митингах, Генпрокуратура будет расценивать это как экстремизм. То есть выход на улицу с плакатом «Нет войне», он теперь будет расцениваться, возможно, как экстремизм. Вот такое вот закручивание гаек. В то же время усиливается патриотическая пропаганда, оправдывающая спецоперацию Путина. К Соловьеву и Киселеву присоединились чиновники, ректоры вузов и некоторые бизнесмены. Например, сегодня Министерство просвещения проводит всероссийский урок о военном конфликте в Украине. Зрителям расскажут предысторию сегодняшних событий, о том, какую опасность представляет НАТО для нашей страны, почему Россия встала на защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Это говорится в сообщении Министерства просвещения.
обращения. Абсолютно новаторская идея пришла в голову губернатору Кемеровской области, который, вроде как, пишут СМИ, является мужем племянницы Путина. Сергей Цивилев распорядился, чтобы название региона в официальных материалах правительства области писали Кузбасс через Z, да, через латинскую Z. Этот символ сейчас активно распространяется в пропагандистских пабликах в качестве поддержки русской армии и рисуют на военной технике. Изначально были версии, что Z и другие буквы обозначают принадлежность к военным округам, но после флешмоба Министерству обороны пришлось выдумывать, что Z это за победу, а буква V это сила в правде. Но пока в патриотическом угаре всех переплюнула компания из Екатеринбурга. Ее владелец известен любовью к безумным интерьерам в стиле дорого-богато. Именно на его деньги была отремонтирована школа, которая теперь больше напоминает цыганский дворец. А еще бизнесмен любит привлекать сотни своих сотрудников для участия в патриотических флешмобах. В этот раз компания сняла ролик на песню Вадима Самойлова «За Донбасс». Между тем, акции российских компаний продолжают стремительно дешеветь. Российские олигархи один за другим покидают списки долларовых миллиардеров. Вчера стоимость расписок на акции Сбербанка на лондонской бирже опустилась до 1 цента, а сам Сбербанк объявил, что уходит с европейского рынка. Дочки Сбербанка в Европе столкнулись с аномальным оттоком денег и угрозой безопасности сотрудников и отделений, заявили в банке. Зато Сберу, несмотря на санкции, удалось избежать отключения от SWIFT. Вчера Евросоюз отключил от системы ВТБ, Банки России, Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. Сегодня курс доллара на Мосбирже превысил 117 рублей, а курс евро превысил 124 рубля. Это новые исторические максимумы. На этом фоне главе Центробанка даже пришлось записывать обращение к сотрудникам. Друзья, давайте помнить, что от нас сейчас многое зависит, и поэтому мы должны быть сплоченными. Нужно оставить любые разногласия и просто помогать коллегам. Я сейчас смотрю, как работает пропаганда, как пытаются там сплотить людей. Вот один из приемов пропаганды — это объяснить людям, ну смотрите, раскулачивают олигархов, наконец-то вот добрались. Даже Путин не мог там у Усманова яхту забрать, а Запад, видите, арестовал яхту Усманова, арестовал яхту Сечина, вот вроде сейчас пишут. Забирает там их виллы, забирает их дома, они теперь не въездные, забирают их деньги, да. Видимо, должен человек, вот простой человек, который раньше смотрел на все это и злился, да, теперь он должен порадоваться, что, смотрите, наконец-таки страдают вот эти вот олигархи, наконец-таки страдают эти вот капиталисты, у которых разоряется бизнес, у которых блокируются счета, которые не могут дальше там нормально работать, наконец-таки хипстеры сраные, которые ходили со своими айфонами, наконец-то и вот и до вас дошло вот эта вся хипстота, эта либеральная вся, которая там бегала по своей Москве, сытые, зажравшиеся сидели по ресторанам, потому что не доставят вам теперь нормальной еды из Европы, не будет вашей колбасы и вашего сыра, не будет ваших айфонов, не будет ваших шмоток из H&M и Кос, которые ушли, не будет вашего Адидаса. Пойдете как простой русский человек на рынок, будете жрать то, что вырастили сами, а нету рук, подохнете с голоду в своей сраной Москве. И будет праздник в России смотреть, как эта Москва в руинах сходит там с ума и голодает. И, видимо, вот так вот хотят сейчас преподать это простому человеку и объяснить, что все было не зря, да. Не было бы счастья, да, да несчастье помогло. Но здесь нужно понимать, что санкции, проблемы и все остальное, они коснутся, я уже это говорил и продолжаю говорить, они коснутся каждого жителя России. Подорожают продукты, и бедный человек, который жил за чертой бедности, который не мог себе позволить качественные продукты, который думал, купить ему мясо или не купить, и как часто это мясо есть, который не знал, как собрать ребенка в школу, он очень быстро столкнется с тем, что даже плохих продуктов он сможет купить еще меньше. Потому что курс доллара, который фактически, мы сейчас увидим, что в 2 раза обвалился, да, то есть у нас был там сколько там, 75, да, сейчас уже реальный курс, он уже под 150, если вы захотите поменять. И мы с вами очень быстро увидим, как подорожают лекарства, как подорожает бытовая техника, даже самая дешевая. Как подорожает не то, что iPhone подорожает, подорожает и китайский телефон. Как подорожает обслуживание автомобилей, как подорожает даже самая дешевая одежда, потому что даже самую дешевую одежду везут там из того же Китая. Бедные станут еще беднее. То, что у богатых там забрали яхту, это, я думаю, они там переживут. И единственный, кто в этой ситуации
хорошо себя будет чувствовать, это пропагандисты. У них все будет замечательно. Они будут сытые, они будут богатые, у них все будет хорошо. Они будут убеждать вас, что хорошо все и у вас. Что нужно сплотиться, что нужно радоваться. Но еще раз, последствия всего этого безумия ощутит на себе каждый гражданин России. Ну и новости железного занавеса. Вот мне периодически кто-то звонит, там и спрашивает: Илья, как ты думаешь, запретят ли выезд, закроют ли границы, еще что-то? Да я думаю, границы не закроют. А зачем закрывать границы? Я думаю, запретят просто деньги вывозить, и на этом история закончится. То есть хочешь валить, да и все оставляй в России и проваливай. Собственно, уже сегодня мы видим подобную картину. Вы не можете перевести деньги в иностранные банки, даже если у вас есть там счет в другом банке, вы из России эти деньги перевести не можете, и вы не можете вывозить больше 10 тысяч долларов. Это была та сумма, которую раньше надо было декларировать, но если у вас легальный доход, если вы могли подтвердить происхождение денег, вы могли хоть 100 тысяч долларов, 50, неважно сколько, вы могли вывести на границе, показать декларацию, показать, откуда у вас эти деньги, и спокойно можно было из России все это дело вывозить. Так вот, со вчерашнего дня запретили вывозить валюту в сумме более 10 тысяч долларов. И это действительно проблема, если кто-то решил покинуть Россию, взять там свои сбережения и куда-то уехать. А по поводу выезда из страны, значит, просто коротенькая справка, если кому-то интересно, я просто смотрю, кто что делает, кто как и куда уезжает. Сейчас основные направления, которые работают, это Стамбул, и Стамбул сейчас становится главным таким транзитным хабом. Из Стамбула можно лететь в Европу. Сейчас много рейсов на Стамбул, летают как российские авиакомпании, так и иностранные. Поставили большие борты, борты большой вместимости, широкофюзеляжные, поэтому можно полететь в Стамбул, и Стамбул уже куда угодно. Также летают в Дубай не очень удобно и дороже все это дело стоит. Также пока еще работают наземные переходы с Евросоюзом, например, можно из Петербурга в Хельсинки поехать, там есть поезд Аллегро, идет 3,5 часа. И билеты относительно недорогие. Также вроде есть паром в Стокгольм, они продолжают, паромное сообщение продолжает работать, но ситуация опять же быстро меняется, поэтому опять же следите за ситуацией. Государство, кстати, кажется, озаботилось, что может остаться без айтишников. Спрос на IT-специалистов в мире огромный, хороший разработчик со знанием английского языка без проблем найдет работу в Европе или США. А так как запретить отъезд айтишникам не могут, по крайней мере пока, власти вместо кнута решили использовать пряник. Сотрудники IT-компаний в России получит отсрочку от армии, возможность взять льготную ипотеку со ставкой 5%. И важно не допустить снижения темпов развития IT-отрасли в нашей стране даже в условиях санкционных ограничений. Нужно обеспечить устойчивое и бесперебойное функционирование информационной инфраструктуры. Ну и, конечно, сохранить кадровый потенциал. Всем остальным напомню, Центробанк на днях поднял ключевую ставку до 20%. 20% это заградительная ставка, по такой ставке невозможно брать ипотеку, то есть фактически ипотека в России умирает. И опять же, это вопрос о том, как ситуация скажется на простых людях. Все, никакой больше ипотеки, никакой квартирки, только на свои. Ну и никаких больше айфонов. Компания Apple подтвердила остановку продаж всей своей продукции в России. Еще немного, и у нас в стране практически не останется иностранных компаний и товаров. Продажи приостанавливают Nike, Siemens, Nokia, даже iHerb, десятки автопроизводителей. DHL остановила доставку посылок в Россию и Беларусь, а также прекратила работу в Украине. Киностудии Paramount, Disney, Sony Pictures, Universal Pictures, Warner Brothers сняли с российского проката предстоящие премьеры. Все, то есть кинотеатры. Прекратил работу онлайн-кинотеатр Мегаго. Даже OnlyFans ограничил аккаунты российских и белорусских моделей. Даже Международная федерация кошек запретила котам и кошкам из России участвовать в международных выставках. И сегодня с утра стало известно, что IKEA это была последняя, я вот когда думал, хочется, конечно, шутить в этой ситуации, но, ситуация страшная, но все равно позволю себе так немножко поиронизировать. Я когда думал все эти санкции, думал, хуй с ними, с айфонами, хуй с ними, с этими мерседесами, пусть все валят. Главное, чтобы оставалась IKEA, самая такая доступная и мебель не стыдная, потому что если уйдет IKEA, то жопа с интерьерами. Будем жить опять в некрасивых квартирах. И вот буквально я так написал это сообщение, и через несколько минут после этого сообщения появилась новость, что IKEA закрывает свои магазины. Очень много компаний, бесконечный список, кто закрывает, кто уходит, кто отказывается. Мы сейчас видим полнейшую блокаду со стороны иностранных компаний, иностранных сервисов. Они просто спешно уходят из России или перестают работать с российскими потребителями. И здесь нужно понимать, что пока рано делать выводы, насколько все серьезно, потому что многие сервисы, еще раз, они
приостанавливают свою работу не по причинам санкций, не по политическим причинам, а по причине того, что остановлены международные платежи, непонятно, что делать с ценами, непонятно, как российские представительства будут, например, закупать или ввозить товары из-за границы. То есть сейчас не ясно, как работать, и поэтому многие компании, они временно приостанавливают работу в России, и, возможно, там через несколько месяцев они вернутся. То есть прям так совсем паниковать, наверное, не стоит. Но, конечно, ситуация тяжелая, и дальше я лично ничего хорошего не вижу. Ну и мы с вами, друзья, уже говорили относительно вообще целей всей этой военной операции, целей всего того, что происходит, зачем было эту страшную войну развязывать, для чего все это было нужно и, главное, какой из этого выход. Я, конечно, не являюсь военным экспертом, я смотрю здесь как на ютубе кучу видео, все что-то анализируют ситуацию, все пишут аналитики всякие там статьи. Я, честно сказать, даже не очень хочется все дело обсуждать. На мой взгляд, мы видим, что идет явно что-то не так. Видно, что Кремль явно рассчитывал на какой-то блицкриг, что за несколько дней получится, видимо, захватить какие-то крупные города. Не ожидали явно подобного сопротивления. Они, видимо, думали, что пройдет по какому-то талибскому сценарию, да, когда талибы шли и без боя крупные города сдавались, и практически там без единого выстрела и захватили и Кабул. Все бежали, а люди смирились там с новой властью. И, видимо, в Кремле, наверное, думали, что нечто подобное должно произойти в Украине, что эта кампания продлится там 2-3 дня, там максимум, не знаю, там неделю. Но вот неделя прошла, и мы видим с вами, что конца и края этому не видно, этому ужасу. Мы видим, что, конечно, не взят ни один крупный город, что блокируют территорию, блокируют, условно, там поля, да, на открытой местности, когда силы превосходят, там удобно воевать, а в городах сталкиваются со страшным сопротивлением. Вот это вот увязание в войне, оно, конечно, выглядит таким критически губительным для Кремля, потому что с каждым днем все больше мы видим, что весь мир, западный мир объединяется в поддержку Украины. Мы видим все новые и новые санкции. То есть мы не успели там очухаться от того, что уже ввели, да, как все новые и новые санкции подступают. И чем дольше война будет длиться, чем будет больше этих страшных картинок, разрушений, разрушенных городов, разрушенных там жилых домов и всего остального, тем тяжелее будут ответки дипломатические, санкционные, экономические для России. И, опять же, не видно ни конца, ни края. Я не понимаю, как сейчас с этого ужаса выходить. И хочется вспомнить вообще, из-за чего все это началось. А началось все с того, что Путин потребовал НАТО подвинуться, потребовал создания какой-то зоны безопасности. И сегодня, спустя вот неделю после начала всех этих событий, мы видим результат, да, что нейтральная Финляндия просится уже в НАТО, что Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в ускоренном порядке. Сегодня Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз в ускоренном порядке и так далее. И что ситуация меняется не в ту сторону, в которую явно, видимо, рассчитывали в Кремле. Опять же, посмотрим, как будут дальше развиваться события. Мне кажется, самое главное, я очень хочу, чтобы наконец-таки остановились выстрелы. Я не верю, что с помощью сил этот как-то вопрос можно дальше решать. Это просто пока вот еще можно это говорить. Да? Завтра мне за это уже, может, 3 года дадут, что я не поддерживаю действия российской армии, что я как-то вот это, может быть, саботирую все. Ну вот пока говорить можно. Мне кажется, нужно прекращать стрелять. И дальше нужно разгребать все, что навалилось, все, что натворили, и непонятно, как это будет вообще дальше все происходить. Ну и относительно, кстати, олигархов, интересное выступление Олега Дерипаски на Красноярском экономическом форуме. Вот послушайте, потому что немного олигархов, немного высших чиновников, немного вот российской так элиты высказывается открыто, настолько открыто против войны. Послушайте, что сказал Олег Дерипаска. И меня очень просят не говорить на эту тему. Я бы очень хотел, конечно, чтобы сначала установился мир, и все-таки это важно, когда каждый день это происходит. Это, конечно, безусловная потеря. Это были все новости к данному часу. К сожалению, как вы видите, хороших новостей пока нет. Ситуация очень быстро меняется. Скорее всего, когда вы будете смотреть это видео, что-то уже изменилось. За актуальной информацией, напоминаю, вы можете следить в моем новостном телеграм-канале Варламов Ньюс и в других моих социальных сетях. Пожалуйста, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Ну и если вам нравится, что делаю я, что делает моя команда, вы можете поддержать меня. Есть кнопочка «Спонсировать». Становитесь спонсорами моего YouTube-канала. Вы видите, мы практически не ставим никакой рекламы. У нас заморожены многие проекты, поэтому надеюсь на вашу поддержку. На этом все. Берегите себя. Всем пока.